Всем привет! Большинство из нас привыкли к обычным статусам серверов PvP или PvE, и выбираем мы эти сервера исходя из наших предпочтений. Хотим спокойной игры, идем на PvE. Тут без нашего согласия нас никто не обидит. Хотим ощущения опасности и дополнительной сложности в открытом мире, идем на PvP. Но есть еще один статус, про который, наверное, слышал каждый, но мало кто представлял, что он означает. RP. Что такое RP-сервер? Аббревиатура RP — это, если кто не в курсе, производная английских слов role-play, то есть ролевая игра. Собственно, сам по себе World of Warcraft — ролевая игра. Но в стандартной версии ваша роль уже предопределена. Идя по квестовой линии, вы отыгрываете уже созданный разработчиками сценарий. С вами знакомятся обитатели мира, дают задания и направляют ваши действия. Вы по мере возможности их выполняете и получаете награды. Собственно, все просто. Но мало кто задумывался, что, создавая такой огромный открытый мир, добавляя эмоции, анимации в арсенал способностей, разработчики дали вам куда больше возможностей для отыгрыша за вашего персонажа. Вы можете максимально глубже погрузиться в свою роль. Да, именно так. Заходя в игру, вы перестаете быть Васей Петровым и переплощаетесь в своего героя на 100%, кем бы он ни был. Суровым воином, осторожным охотником или мудрым шаманом. Вы начинаете думать как герой, общаться как герой и взаимодействовать с миром именно как герой. По стандарту, как я уже говорил, в классической версии ваша история уже предопределена. Вы условно новобранец, только что поступивший на службу своей фракции, по мере прокачки продвигающийся по службе и заслуживая лояльное отношение NPC, с которым вы взаимодействуете. И на этом как бы все. Скучно. Гораздо интереснее, когда ваша история раскрыта куда глубже. Например, вы разбойник, проходимец, прибывший из далеких земель. Сидя в трактире, случайно послушали разговор о том, что в этом городе проживает довольно зажиточный купец. Привлеченный легким способом разбогатеть, вы решаете ограбить его. Но для того, чтобы вас не постигла неудача, решайте тщательно к этому мероприятию подготовиться. Расспрашивайте местных, где живет купец, куда любит ходить, сколько у него охраны, когда ложится спать, где прячет свои сокровища и так далее. Может быть, даже постарайтесь наняться в его окружение. То есть в своей игре вы взаимодействуете с окружающим миром куда расширенней. Одно дело, когда все действие происходит в вашем воображении. Другое дело, когда те персонажи, с которыми вы взаимодействуете, тоже игроки, отыгрывающие свои роли. Купца, стражников, трактирщика. Люди, которые поддержат ваш сценарий и, возможно, сделают развитие сюжета куда неожиданнее и интереснее. Любопытно. Но где, собственно, найти таких лояльных игроков? И не посмотрят ли они на меня как на психа, если я им предложу отыграть подобные роли? Вот, для такой игры и существуют RP-сервера. Миры, где все игроки не просто управляют своими персонажами, как бездушными аватарами, но и отыгрывают за них роль, являясь частью сюжета. Либо искусственно созданного, либо сюжета, уже написанного близами. Как правило, на таких серверах действуют строгие правила, которые регулируют ваше поведение. Как вам стоит вести себя с другими игроками, как общаться, как передвигаться, где можно бегать, где нельзя. Признайтесь, в обычной жизни вы бы не стали, например, в ресторане прыгать по столам, бегать в помещении как угорелый. Соответственно, и в игре тоже нужно следовать этим правилам. Официальных РП-серверов существует множество. Как правило, все они зарубежные. Отличие от обычных сводится к тому, что на них распространяются дополнительные правила создания ника, общения и поведения на сервере. Гораздо все интереснее с неофициальными серверами, на которых разработчики создают для вас целые полигоны для удобства создания полномасштабных игр, восстанавливают прошедшие эпохи, или элементы каких-то событий из общего лора. Вот как раз сегодня мы с вами познакомимся с одним таким русскоязычным RP-сервером Авиана. Авиана — место, где ролевики могут полностью погрузиться в мир, отыгрывать или создавать свои собственные сценарии, влиять на развитие территории и быть частью постоянно изменяющегося мира. Я познакомился с проектом относительно недавно, поэтому не могу полностью раскрыть все, что на нем есть, а лишь небольшую его часть. Начнем с того, что интересует, например, больше меня, и подобных мне игроков. Как сервер встречает новых игроков? Игроков, которые только знакомятся с ролеплеем и хотят приобщиться к данному виду игры.
Ну, сервер довольно дружелюбен к новичкам и, в принципе, понятно. Тем, кто только знакомится с ролеплеем, нужно какое-никакое обучение, введение в курс дела, что такое РП, как себя вести с другими игроками. Ведь при невыполнении каких-то правил вы даже рискуете быть наказанным за это. Поэтому с самого начала игра инструктирует о том, что вам нужно делать и как влиться в игру. Почти всегда на сервере дежурит кто-то из администрации и при необходимости познакомит вас с принципами игры. Я, кстати, на одного такого случайно наткнулся. Спалился я тем, что во время чьей-то игры не реагировал, не коммуницировал с ними. То есть захожу такой в таверну, вижу чуваков у барной стойки, подхожу узнать, что они там делают, и, собственно, получаю приглашение присесть рядом. Я это игнорю, бегом выбегаю из помещения, и примерно в этот же момент получаю визп от ГМа. Новичок? Понятно все. Ну и далее следует объяснение правил игры. На самом деле на сервере для игроков вроде меня есть стартовая зона, где вы можете не следовать этим правилам, а для начала вникнуть что к чему, пообщаться с другими игроками, не переживая за то, что ваша речь как-то не вписывается в концепт отыгрываемой эпохи. Пройти обучение и уже подготовленным войти на полигон, где идет какая-либо игра. Какие я могу дать вам советы для новичков? Для начала, чтобы не потеряться и проще въехать в тему, конечно, лучше выбрать роль обычного человека. Не нужно выбирать что-то мудреное. Вы можете на период освоения выбрать роль какого-нибудь фермера или рыбака, мирно проживающего в поселении. Ходить по территории, слушать, о чем говорят другие, и самим поддерживать беседу. Разумеется, убедившись, что вы не мешаете какой-нибудь организованной игре. Ну, к примеру, вам не следует спрашивать у священника, проводящего свадьбу, который час или как пройти в библиотеку. Зато вы легко впишетесь в толпу гостей, веселящихся на свадьбе. Ну, это так, к слову. Не рекомендуется брать сразу сложные роли, какого-нибудь там магистра из Долорана или около того. Для этого вам потребуется довольно хорошее знание лора и принципов ролевой игры. Ну, естественно, не будет проблем, если вы попросите кого-то на проекте научить вас этому. Также не стоит брать роли уже известных героев, если это не обговорено координатором игры. Всякие Артасы, Илиданы и прочие джайны сразу мимо. Но, научившись, можно уже делать в принципе что угодно. Авиана в плане организации игр довольно прогрессивный сервер. Пожалуй, это единственный проект, на котором создание игр ограничено лишь простором вашей фантазии. Вы можете выбирать не только игровые расы, но и играть за драконов, сказочных чудовищ, нежить. Пока я оглядывал сервер, я встретил игрока, который отыгрывал птиц. Ну или мне так показалось. Забавно, принцип игры сводится к тому, чтобы сидеть на краешке крыши и поглядывать вниз. Но, разумеется, настоящая игра никуда более масштабная. К примеру, координатором назначается эпоха вторжения плети в Азерот. Вы выбираете роль рыцаря серебряного авангарда и участвуете в походе на силы плети. Причем игру можно создать очень яркую. Во многом это способствует тому, что проект единственный, кто в данный момент базируется на версии 9.05. А это значит, что набор предметов для трансмога куда выше, чем у более низких версий. И можно закастомить максимально оригинальный облик. Все, что вам нужно, это получить облик, трансмог и вперед. Давайте, к примеру, взглянем на самый популярный сюжет на Авиане. В текущий момент это Транквилион, мне так показалось, который отыгрывается уже, похоже, больше месяца. Старинное поселение, так и не оправившееся от удара плети. Его давно покинули, и немногочисленные выжившие в той войне дворяне и более-менее процветающие торговцы, и все, кому было куда идти. Вскоре их опустевшие дома заняли различные сомнительные личности. Поговаривали, будто именно сюда бежали от преследования властей всевозможные преступники, изгои и отщепенцы. Атмосфера упадка и разложения царила здесь не только в воздухе, но и в умах жителей. Магистры о существовании города вспоминали лишь тогда, когда им требовалось где-то набрать очередных рекрутов для войны с троллями. А закон здесь был таким же эфемерным и шатким, как туманы, которые по утрам заволакивали город. Местный магистрат пришел в упадок, и если бы жители не держали в узде солдаты гарнизона отрекшихся под командованием Верховного Палача, город бы погрузился в безвластие. Но недавно затхлую хмарь Транквилиона потревожил ветер перемен. Сначала в город зачастили гонцы из столицы, которых раньше порой не бывало по несколько месяцев, а потом один за другим в городе сменился наместник, магистр и настоятель местного храма. В казне, много лет пустовавшей, завелись наконец-то золотые монеты, и в город потянулись торговые караваны. Никто не объяснял жителям, с чем связаны эти перемены, но ясно было одно –
Кому-то во дворце ярости солнца угодно, чтобы город ожил и вернулся к процветанию. Все это начало происходить как нельзя вовремя, учитывая недавно попытку Кельталаса отвоевать свою землю у врагов. Не слишком удачную, к слову. На протяжении всей военной кампании Транквилион, как и все призрачные земли, был намертво отрезан от остального королевства ордами мертвецов. Припасы, ресурсы, войска, даже сама надежда в этой провинции – все было в дефиците. И только теперь, когда маленькая попытка кровавых эльфов организовать большой триумф обернулась лишь позиционной войной, дворцу нужно в экстренном режиме начать зализывать раны. И нет для этого лучшего места, чем солнцем забытые южные вечно поющие леса. Однако, этим недовольно отрекшиеся, много лет считавшие Транквилион своей вотчиной, поговаривают, что Верховный Палач рвал и металл, увидев депеши из дворца, а посла Кельтаса в подгороде будто бы из-за этого дважды вызывали на ковер. Однако это не поколебало решимости эльфов действовать. Но смогут ли живые и мертвые ужиться друг с другом при новом порядке? Или же противоречия между союзниками поставят под вопрос сам союз? Интересно? Ну и я про то же. Сюжет каждый день дополняется координатором, который вносит в основу какие-то поправки и развивает действия. Что еще интересного? Интересно то, что игроки могут сами участвовать в развитии проекта. Например, если у вас есть желание создать игру в определенном месте, вы можете попросить разработчиков проработать и кастомизировать это место достаточно хорошо, чтобы там было удобно отыгрывать. Либо, если имеете достаточно опыта, создавать свой уникальный полигон. Расставлять свой реквизит, NPC, постройки, визуальные эффекты, все что угодно. Ролевое сообщество на самом деле очень большое. Я частенько сталкиваюсь с подобными игроками на обычных серверах, и чего уж говорить, иногда заслушиваюсь над их диалогами. Говоря о том, какой проект лучше или хуже, нужно смотреть не на технические составляющие сервера, не на версию игры, а на людей. Те, кто уже играет на проекте и создает для вас приятную атмосферу для игры. Хотите разнообразить свою игру? Приобщиться к чему-то новому и интересному? Попробуйте. Вдруг это то самое, чего вам не хватало. Я много раз говорил, что хорошую игру делают люди. Скрипты и все остальное это второстепенно. А на РП-сервере как раз все на 90% зависит именно от людей. Для тех, кто заинтересовался, ссылку на проект Avian я оставлю под видео. Там будет подробная инструкция, как установить клиент, как начать играть, правила и все такое. Дискорд проекта, где вы познакомитесь с сообществом и посмотрите, как создаются игры. Может быть, найдете подходящую игру и для себя. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца, поддержали лайком и комментарием. До встречи!